Добро пожаловать в туристическую поездку на захватывающее природное чудо Ниагарские водопады. Мы находимся на границе Америки и Канады, и это схема нашего маршрута. В провинции Онтарио посещаем очень важную и необходимую эрию сервиса. Первый объект нашего внимания – это комплекс буддийского монастыря Намо-Митапха или монастырь 10 тысяч Будд в Онтарио. Именем популярного буддиста Амитабха назван этот монастырь. Исторический Будда Сиддхартха родился на юге современного Непала в 546 году до нашей эры. Он был сыном короля и жил в роскоши, но когда подрос и столкнулся с жестокой реальностью, то понял, что жизнь связана со страданием и горем. Отказавшись от всего, стал аскетом. Позже пришел к выводу, что и это не ведет к освобождению от страдания и горя. Он попытался найти истину и достиг просветления. Его стали называть Буддой, что означает «пробужденный». Название этого семиэтажного здания с отражающимися золотом окнами – храм 10 тысяч Будд. Я первый раз в буддистском храме и чувствую волнение. Внутреннее убранство состоит из буддийских святынь, тысяч статуэток Будд, китайских фонариков, атрибут счастья и желания, традиционные амулеты жизненной силы, панно с изображением Будд, золотые талисманы. Тысячерукой, тысячеглазый Гуанин Бодхисаттва – богиня света, радости, удачи, любовь и солнце дарит нам в придачу. Ее руки означают поддержку в делах, желая во всем успеха. Будда Сакьямуни – медик. Большой колокол Бансё, которым созывают монахов на молитву. Буддизм – четвертая по величине религия. Статуя Будды Куан Ян. Со второй половины XX века тибетский буддизм открылся для западной публики, в первую очередь США, Германии, Швейцарии и Италии. Пагода – это культовое сооружение для поклонения и хранения реликвий. В этом месте чувствуешь какую-то непонятную энергию и хочется подумать о смысле бытия. Здесь можно взять обет молчания. Он производит сильный успокоительный эффект. Намо Буддха означает «хвала всем Буддам». Верующие прихожане в буддизме называются преданные. Они считают, что возведение храмов может принести пользу разумным существам в бесчисленных множествах. Эти иероглифы переводятся «живи в мире – это безопасно». В буддизме есть выражение «пусть у всех существ будет счастье» и причины счастья. В Америке бабушкам всех возрастов доступен туризм. Это правильно и красиво. Любви и туризму все возрасты покорны. Мы едем к водопадам на реке Ниагара, соединяющей озера Эри и Онтарио. Кораблик «Дева Тумана» проплывает мимо американского водопада и водопада под названием Брайдал Вейл, фата невесты, высотой 57 метров. Эти водопады разделяют остров Козий. Знаменитый Ниагарский водопад Подкова находится на канадской стороне. Его высота 48 метров.
Здесь можно радоваться жизни и наполнять ее впечатлениями бесконечно. Нашей веселой компанией руководит зажигалочка Раиса Димур-Раевская, а в ней сидит поэт и композитор, гремучая смесь. Ниагара-Фоллс – два города с одним названием со стороны США и Канады, и разделяет их река Ниагара. Берег Канады намного красочнее и более приспособлен для туризма, на мой взгляд. Прогулка по вечернему городу Ниагара-Фоллс в провинции Онтарио на левом берегу реки. Основными отраслями города являются туризм и энергетика. Около 40 миллионов туристов посещают эти места в год. В музее восковых фигур Луи Тюссо можно приятно и весело провести время. Персонажи в интересных позах и костюмах почти все знакомы. Запечатлеть моменты на фоне фигур удалось и Раисе. Атмосферная музыка витала вокруг. Чего только стоит фигура енота Нега Ракет Ракун в натуральную величину. В магазине для сладкоежек есть все, а также предлагают пробу. It's Niagara Falls. Welcome to Canada. Именно эти три водопада и называются Ниагарским чудом. По легенде, однажды с водопада сбросили в одной лодке медведя, бизона, 2 лисы и 2 гуся. В живых остался только 1 гусь. Ниагара означает «большая вода» или «большой шум». Это чудеса природы. Вода неиссякаема, сколько бы она ни текла куда-то вниз. Это все люди, которые приехали сюда. Лавочка. Спасибо. Миру мир. Это прежде всего наслаждение жизнью. Я желаю всем мира на земле. Ура! Вы понимаете, что это самое главное, чтобы мы жили все вот так обнявшись. Я так люблю обнимашки. Я обнимаю весь этот мир. Я наслаждаюсь и присылаю вам это наслаждение. Сила была здесь 27-28 лет назад, все изменилось, блестит, сверкает. А мы не виделись 30 лет и здесь встретились. Наша компания отважилась превозмочь усталость и посмотреть ночной город.
Мы не успели на ежедневный салют над водопадами в 10 часов вечера. Зато увидели ночной город, утопающий в разноцветных огнях и рекламах. Красота неописуемая. Вишенкой на торте в этот день была Skyland Tower. Культовая башня высотой 775 футов или 236 метров над Макучим водопадом с панорамным видом на Ниагарские водопады и окрестности. 52 секунды полета в лифте, и перед нами захватывающий вид самой высокой точки города Ниагара в Канаде. Восхищению от цветных водопадов и огней города не было предела. Со смотровой площадки на башне удивительно выглядит водопад, освещаемый мощными цветными прожекторами. Обзор на 360 градусов. Особенно ярко светится обзорное колесо Skyview. В течение всего тура нашей группе пришлось 4 раза пересекать границу, чтобы со всех сторон увидеть достопримечательности и чудеса Ниагары. Это был хорошо спланированный маршрут. Сейчас мы на американской стороне Ниагары в ожидании троллейбуса, который повезет нас по городу вдоль реки. Троллейбус идет по дороге сквозь городской знакомый шум, а из окна видны пороги, навевающие много дум. Пороги – это места, где вода бушует и играет, где сила природы проявляется во всей своей мощи. Природа здесь более натуральная и девственная. Можно долго смотреть на реку. Река Ниагара берет свое начало из озера Эри и течет на север. Никола Тесла, гений и мечтатель, увидел в Ниагаре свет, а в брызгах водяных алмазных и веселой радуги рассвет. А что же будет через 200 лет? Что победит наш интеллект? А когда ты видишь радугу над водопадом, то эмоции зашкаливают и вспыхивают, как торнадо, приводя в движение и в восхищение. Эта неописуемая красота закипает в тебе, и ты испытываешь странное неизведанное чувство, как вода, и приходишь от этого в изумление. Смотровая площадка, как шея гусиная, со всех сторон. Красота необыкновенно дивная. Спасибо за просмотр. Я от души хотела подарить вам хоть чуточку эмоций. И ведь природа всегда красива. Ставьте лайк и жду ваших комментариев.